Привет, мои любители суши и роллов. По многочисленным просьбам сегодня покажу, как приготовить жареные роллы или роллы темпура. И приготовление любых хороших роллов начинается с приготовления риса. Все ингредиенты будут в описании под роликом, а мы начинаем готовить. Рис, который предварительно промыли 2 или 3 раза, чтобы ушла белая вода, заливаем водой и на большом огне доводим до кипения. В этот момент мы не мешаем и не трогаем рис. Нам нужно дождаться, когда пойдут первые бульканье по воде. Как только вода начала закипать, закрываем кастрюлю крышкой и оставляем на минимальном огне вариться 14 минут. У меня крышки нет, буду использовать фольгу. А мы за это время приготовим заправку для риса. В рисовом уксусе смешаем сахар и соль. Можно прогреть в течение 1 минуты в микроволновой печи для лучшего растворения сахара и соли. Отлично. И у нас как раз приготовился рис. Можно перекладывать его в другую емкость. Как я все время говорю, небольшое количество риса может остаться на дне кастрюли, специально его не отшкрябывайте. А готовый вареный рис перекладываем в миску. И выливаем в него нашу заправку. И аккуратно снизу вверх перемешиваем, чтобы распределить весь уксус по рису. Накрываем его полотенцем и убираем в прохладное место остывать до комнатной температуры. Отлично. Рис у нас практически остыл, и самое время заняться кляром для горячих роллов. Я сегодня покажу 2 варианта, чтобы вы могли сравнить, как себя ведет готовый покупной кляр и как, если приготовить его в домашних условиях. Для домашнего кляра нужно смешать 6 столовых ложек муки и 1 столовую ложку крахмала. Добавляем туда чайную ложку соли, слегка перемешать и постепенно вливаем 350 мл холодной воды и размешиваем, чтобы не было комочков. И перельем в более удобную формочку. А с готовым кляром поступаем так, как написано на инструкции. На 130 грамм смеси 160 мл воды. И также размешиваем, пока не разойдутся все комочки. Такой кляр получается немного гуще, соответственно и корочка на ваших жареных роллах будет потолще. Также нам понадобятся крупные панировочные сухари. Переходим к сборке наших роллов. Здесь все традиционно, нам понадобится лист нори. И мы его будем использовать не целиком, а отрезаем от него примерно 4 сантиметра. Вот такой ширины лист нам понадобится. Берем циновку, обматываем ее пленкой и слегка смазываем жиром, чтобы ничего не прилипало, как я показывал в предыдущих роликах по приготовлению роллов. Выкладываем лист нори шершавой стороной кверху, смачиваем руки в холодной воде и берем небольшое количество риса, примерно 100-110 грамм. И нам нужно распределить его по листу нори так, чтобы здесь осталось примерно 1,5-2 см не закрытых рисом. И немного прижимаем край риса при помощи циновки. Что касается начинки, здесь правил нет. Каждый выбирает то, что ему по вкусу. Я приготовлю с тунцом и с лососем. Отсаживаем полоску сливочного сыра. Укладываем нарезанный полосками лосось. Я использую свежий. И несколько полосочек авокадо. Теперь прижимаем начинку пальцами и делаем так, чтобы этот конец риса у нас соприкасался с этим, аккуратно закручивая начинку. Совместили и при помощи циновки поджимаем. Для того, чтобы нори лучше приклеилась друг к другу, немного смачиваем ее водой и закручиваем ролл. Поджимаем его и при помощи циновки придаем ему круглую форму. Вот такая колбаска у вас должна получиться. Точно так же собираем ролл с тунцом. Выкладываем нори шершавой стороной на себя, смачиваем руки водой и распределяем рис. Немного поджимаем край циновкой. Отсаживаем сливочный сыр, выкладываем тунец и авокадо. Прижимая начинку, закручиваем ролл. Смачиваем нори водой и закрываем. Конечно, круглая форма это совсем не обязательно. Если вам нравится квадратная,
делайте как вам удобно. Точно так же накрутим все остальные роллы. Отлично, роллы готовы, но так как они достаточно длинные и не поместятся у меня целиком, я их разрежу напополам. Как всегда, смачиваем нож холодной водой и разрезаем на половинки. Ну и теперь все банально просто. Обваливаем ролл в кляре и потом в панировочных сухарях. Обжариваем в разогретом до 170 градусов растительном масле. Начнем с домашнего кляра. Он более жидкий. Со всех сторон покрываем кляром. Даем сечь излишком влаги и отправляем в сухари. И отправляем в масло. Так как в ролле у нас вся начинка готовая, нам нужно дождаться просто того момента, когда сухари станут приятного золотистого цвета. Даем стечь лишнему жиру и вытаскиваем ролл. И теперь то же самое проделаем с готовым кляром. Он более вязкий и более равномерно обволакивает ролл. Не знаю, как вам, а мне больше нравится тонкая корочка с домашним кляром. Давайте резать. Конечно, если вы делаете для себя, можно не отрезать. Но если вы делаете на подачу, то я рекомендую отрезать жопки. Ну что, друзья, по-моему, красота. У нас осталась незаконченная еще тема запеченных роллов. Если интересно, обязательно пишите в комментариях. Давайте пробовать.